Путешествие в Тибет выворачивает людей наизнанку, разбирает на мелкие кусочки, а потом собирает в правильном порядке. И все становится таким, каким должно быть. В результате пробуждение, возвращение к себе, обретение устойчивости и гармонии. У многих, с кем я путешествовал в Тибет, случились очень важные внутренние изменения. И последующая жизнь стала намного лучше и светлее. Но это стоит пережить лично, об этом трудно рассказывать. Я же сейчас расскажу вам о самой поездке, ее нюансах, впечатлениях неоднократного моего там пребывания. Это удивительное место. Сначала нужно добраться до материкового Китая, в город Ланчжоу. Там сесть на поезд, который идет в столицу Тибета, в Лхасу. Для того, чтобы хотя бы сесть на поезд, нужно уже иметь оформленные документы на право пребывания в Тибете. Называется пермит. В нем указаны все детали нашего пребывания там, от первого дня до последнего. Указан весь маршрут, и отклоняться от него уже в дальнейшем нельзя будет. Поэтому заранее все нужно проговаривать при оформлении. Все документы, сопровождение в поезд, в самой поездке, посадка на поезд, транспорт внутри Тибета, гостиницы, гестхаусы, входные билеты во всякие храмы, музеи. Это все организовывает тибетское туристическое агентство. Как правило, это очень такие ответственные, очень приятные люди. И даже иногда кажется, что они такие самоотверженные, когда пытаются решить запросы людей в своей группе. И в конце концов они становятся такими очень хорошими друзьями. Это касается и водителя, который в автобусе ездит с нами по Тибету, и самого гида. Поездка на поезде – это уже отдельное приключение. Вагоны представляют собой что-то такое среднее между купейными и плацкартными вагонами. Вроде бы купе, а вот дверей нет. И самое главное, они еще и трехъярусные. Я всегда старался забраться на самый верх, потому что там какая-то иллюзия уединенности есть. Путь идет сначала на север Тибета, а потом снова возвращается ближе к югу и проходит на очень большой высоте над уровнем моря. Вообще это уникальный поезд, который движется по самому высокогорному плато в мире. Там преодолевается несколько перевалов выше 5000 метров над уровнем моря. И едем мы почти сутки, вечер, ночь и день. Питаться можно в вагоне-ресторане, можно с собой что-то брать, или у таких передвижных авторизованных продавцов напитков и горячих блюд. И они со своими тележками несколько раз за время путешествия проходят вдоль вагонов. И там можно что-то купить. Виды за окном впечатляющие. Гористые, каменистые пейзажи. Это одно из самых высокогорных мест. Иногда на склонах холмов или на равнинах попадаются стада диких животных. Все тут же хватаются за фотоаппараты, кидаются к окнам и пытаются все это сфотографировать. А пассажиры там совершенно разнообразные. В основном это китайские туристы. Тогда еще ездили иностранные туристы. Едут тибетцы, которые возвращаются из низин материкового Китая к себе наверх. Попадаются буддийские монахи и даже иногда монахини. Остановки очень редкие. Одна или две остановки. И там есть один очень важный момент. Для того, чтобы пассажиры себя чувствовали нормально на такой высоте, поддерживается более-менее высокое давление внутри поезда. Поэтому он останавливается очень редко, для того, чтобы не потерять это давление. Когда мы прибываем туда, представители агентства встречают нас на вокзале, прямо там в Лхасе. И сразу же садимся в автобус и едем устраиваться в отель. Этот автобус, можно его сразу же с ним знакомиться, и можно понимать, что этот автобус на ближайшие 15 дней станет для нас почти родным домом. И в нем мы проведем много-много часов путешествия по просторам Тибета. Город Лхаса находится на высоте 4200 метров над уровнем моря. А передвигаться по дорогам Тибета нам предстоит, пересекая перевалы выше 5500 метров. Это очень серьезное испытание для неакклиматизированного организма. Поэтому, начиная с Лхасы, в ближайшие дни будет серьезный процесс адаптации. Нужно двигаться. Нужно получать физические нагрузки для того, чтобы процесс акклиматизации шел как можно быстрее. Нельзя лежать или сидеть.
Но в Лхасе сидеть не получится. Будут две запланированные экскурсии в храм Джоканг и в резиденцию Далай-Лам, знаменитую Поталу. Джоканг – это храм, который находится в самом центре Лхасы. Он был построен для того, чтобы в нем установить первую статую Будды, прибывшую из Непала. К этому храму со всего Тибета до сих пор стекаются паломники, совершают кору. Кора – это такой обход по часовой стрелке вокруг какого-то знакового святого места. И вокруг этого храма ходят очень много людей. Также там совершаются простирания у главного входа. Площадь перед храмом очень красивая, а по ее периметру расположены магазинчики, где полным-полно сувениров, прочих товаров и все то, что мы любим покупать в поездках. Вообще Лхаса это довольно-таки современный город на самом деле, и ему присуща, как и всем городам, такая атмосфера суеты, и там достаточно серьезный трафик, но также здесь очень много тибетского колорита. Так что первый день пребывания в Лхасе производит сильное впечатление не только на тех, кто здесь впервые, но и на тех, кто здесь уже бывал не один раз. Это, конечно, еще и влияет эйфория от высоты, высоко, свежий воздух. Ну и вообще город сам потрясающий, какое-то на сердце такое радостное состояние бывает. Одним из обязательных пунктов программы это посещение Поталы. Исторически Потала являлась одновременно и ставкой Далай-Лам, и храмовым комплексом, и местом проживания окружения Далай-Лам. Сегодня это в большинстве своем место туристического такого поклонения. Но при этом для туристов открыто достаточно немного. Там существует определенный маршрут, по которому можно проходить, не имея возможности приблизиться к некоторым местам и общаться с монахами, там, в общем-то, с ламами, с большими, которые там бывают, которые там есть, которые там служат и работают, с ними не разрешается. Но хоть и там этот маршрут ограниченный, он довольно-таки длинный. И там крутой набор высоты, прилично там по ступенькам приходится очень сильно потрудиться, походить. После 2 дней пребывания в Лхасе мы грузимся в автобус и отправляемся в путь. Первая цель – это удивительное озеро Намцо, Небесное озеро. Оно находится на высоте 4600 метров над уровнем моря, но дорога к нему проходит через 2 перевала 5500 метров. Так что это будет для всех первым испытанием высотой. Если мы идем пешком в горы, то это физическая нагрузка и происходит такое постепенное, нерезкое движение, не очень резкий набор высоты и при этом физическая нагрузка и как-то организм акклиматизируется. А когда едешь по дороге на автобусе, это все довольно-таки резко и нагрузка приличная. Приходится там как-то выживать. Но, правда, можно купить в аптеке кислородные баллоны индивидуальные, ими пользоваться, хотя я бы не рекомендовал, потому что это тормозит процесс акклиматизации, и в дальнейшем все никак не можешь прийти в себя. А вокруг Кайласа, если дальше будем двигаться, то там кислорода не напасешься. Поэтому нужно терпеть, двигаться, быть активным, и тогда это все придет. И вот после этих 2 перевалов 5500 метров прибываешь к озеру Намцо, которое на высоте 4600, и там у нас ночевка. Ночуем в гестхаусе там и на берегу вот этого удивительного, громадного, высокогорного озера. Питаться там можно в ресторанчике, такой очень хороший, замечательный ресторан. Бродим по берегу, самые отважные купаются в довольно-таки холодной воде озера, но оно того стоит. Хоть и вода холодная, но эта вода несет в себе такую мощную энергетику этого места, что заряжаешься очень сильно. Ночуем, а на следующий день идем в небольшой поход вокруг прибрежных скал. Там есть такой массив скальный. И смотрим на всякие различные пещеры. А в этих пещерах на протяжении многих веков прошлых медитировали великие мистики Тибета. В некоторых из них сейчас организованы небольшие такие храмы, но некоторые девственно чистые. Однажды мне удалось сбежать от надзора, тогда за нами еще следили местные полицейские, чтобы мы никак
не нарушали наши пермитные условия. А мне удалось сбежать, и переночевал я в одной из пещер, медитировал там. И это было такое незабываемое впечатление. После этих прогулок садимся в автобус и едем в город Шигадзе. Это второй по величине город Тибета. Здесь размещалась ставка Панченлам. Панченламы – это административные правители Тибета были. Далай-ламы были более духовными лидерами страны, а панченламы – административными. В Шигадзе находится очень большой и значимый комплекс монастырский. Называется Ташилунгпо. Ночуем в комфортабельном отеле. И это будет последний комфортабельный отель на нашем пути. И потом в течение нескольких дней нам придется ночевать в гестхаусах, таких, суровых условиях. После Шигадзе пойдет в ход оборудование и экипировка такая туристическая, которую с собой стоит взять. Там одежда специальная нужна и, может быть, спальные мешки какие-то, не очень толстые, не очень тяжелые, потому что много одеял в гестхаусах. Но, тем не менее, спальный мешок иногда пригодится может. Садимся в автобус и едем по бескрайнему тибетскому плато в сторону Эвереста. Виды становятся все сказочнее и сказочнее. То там пустыня высокогорная, то снега где-то, то восьмитысячники видишь, Гималаи. В общем, впечатлений будет очень много. По дороге, переночевав в городке Сага, мы попадаем в Гималаи, в долину ледника Рангбук. Этот ледник берет начало со склонов Эвереста, с северной стороны. И в течение миллионов лет он формирует такую широкую долину. В верхней части этой долины находится базовый лагерь альпинистский, с которого начинается восхождение на Эверест с севера, по северному склону. А мы же по хорошей дороге подъезжаем в точку, которая находится намного ниже, и там находятся два таких знаковых монастыря. Старый и новый Рангбук. Это очень суровые для выживания места вообще. И старый Рангбук – это самый высоко расположенный буддийский монастырь в мире. Он находится на высоте без малого 5000 метров над уровнем моря. И все его сооружения, они встроены в естественный рельеф долины и сложены из тех же камней, которые прямо находятся под ногами. И в теле скального выхода одного мощного есть пещера, в которой в свое время посещал и долго там медитировал гуру Падмасамбхава. Это один из самых знаковых святых Тибета. На третий раз посещения этих мест мне наконец-то удалось найти эту пещеру и добраться до нее и там тоже медитировать. И, наверное, благодаря хорошей карме мне посчастливилось каждый раз бывать здесь, и в этом месте со мной происходили всякие удивительные вещи. Например, в первое мое пребывание над поверхностью этой пещеры, я еще не нашел ее, но оказался наверху, над входом, там медитировал и получил такой мощный толчок, импульс, и стал потом лечить уже на более высоком таком уровне, на духовном уровне. Это место вообще полно неописуемой энергетики, такое святое совсем место, особенно для меня. К сожалению, говорят, что сейчас для туристов эта точка закрыта. И туда туристам невозможно попасть. Но тем не менее туда едут люди, потому что есть еще Нижний Рангбук, такой действующий монастырь хороший. И там прекрасные виды на Эверест. Он прямо у вас на ладони. Утром встаешь, и на восходе он озаряется, освещается солнцем, такой розового цвета. И люди туда едут сфотографироваться как минимум. После Гималаев мы покидаем долину Рангбук и снова возвращаемся в Тибет. Это был такой у нас заход в Гималаи, а потом назад в Тибет. И через пару дней оказываемся у подножья горы Кайлас. Но сначала мы едем не к горе Кайлас, а поворачиваем к озеру Манасаровар. Это еще одно из чудес Тибета. Их там много, но это очень удивительное место. Два озера, Манасаровар и Ракшас, находятся друг от друга
в сотнях метрах всего. Но при этом озеро Манасаровар пресноводное, а Ракшас сильно-сильно соленое. Состояние погоды на этих озерах совершенно разное. На озере Ракшас постоянно дует ветер, и такие прямо злые, волна за волной идут. А переезжаешь к Манасаровару, там тихий, может быть, бриз такой идет. Абсолютно тихое и спокойное озеро. И это озеро, вот Ракшас, считается обителью короля демонов. А озеро Манасаровар – это благостное и святое озеро. На берегу Манасаровара есть гестхаус с такими типичными для этих мест условиями. Там двухместная комната с обилием теплых одеял, какая-то, может быть, лампочка висит, розетка для зарядки девайсов и пару термосов с горячей водой. Вот и все. А еще там неподалеку имеется горячий источник. И вокруг него образовано, прямо над ним образовано, ну, такое место для принятия ванн. Такое чистое и хорошее. И там можно отмыться после нескольких дней пребывания под Эверестом и вот этой дороги. Удивительное состояние там получаешь. Отдохнул, освежился, переночевал и на следующий день поехал к городу Дарчен, который находится под горой Кайлас. Гора Кайлас – это удивительное место, которое является таким очень знаковым, очень святым и очень почитаемым для 4 религий. Это буддизм, индуизм, джайнизм и религия Бон, тибетская религия. Высота ее по разным оценкам в районе 6600 метров. И одна из оценок – это 6666 метров. Почему различные оценки? Потому что на вершине горы никто не был, и применяются различные методики измерения и различные там расхождения есть. Почему никто не был на этой горе? Восхождения туда запрещены. Несколько попыток, по-моему, 2 попытки были. Люди, экспедиции, альпинистки получили даже разрешение от властей. Но туда, когда они прибыли, местные люди очень сильно протестовали. И еще есть такой Рейнхольд Месснер, очень уважаемый и почитаемый в Гималаях, и в Тибете про него много знают. Он тоже получил разрешение на восхождение, но когда он туда добрался, как я слышал, люди пришли и попросили его, сказали: пожалуйста, не лезь на гору. И он отказался. Хотя получение разрешения – это очень сложная вещь, но люди отказываются. Гора эта имеет такую форму пирамидальную из 4 граней. И каждая грань смотрит на определенную сторону света. И вокруг вообще очень много различных таких мистических и волшебных вещей. Совершается кора, обход, паломничество. Джайнизм, буддизм, индуизм совершают кору по часовой стрелке, а представители религии Бон против часовой стрелки идут. И начинается кора с поселка Дарчен, куда вот мы приехали. Рано утром встаем, берем палочки, рюкзаки, одежду, теплую одежду, защиту от ветра и в путь. Проходим первый день, путь идет по дороге, по которой могут проехать машины. Но транспорт там пускается либо специальный, в случае, если кому-то плохо или кто-то отказался, его забирают назад за деньги. Или там какие-то местные власти могут проехать. Идется целый день, постепенный набор высоты идет, ландшафты удивительные и красивые, склоны и скалы потрясающие. Очень много различных каких-то знаковых вещей, которые знает гид. И если не торопиться, спокойно идти и слушать гида, то можно там прикоснуться к каким-то камням, увидеть какие-то специальные формы, там, где происходит поклонение каких-то фрагментов. Все это очень неторопливо, с таким ментальным специальным настроем. Идем и набираем энергетику местную. Это не восхождение, это не туристический маршрут, и тем более это не спортивный забег,
которые, к сожалению, я видел люди, которые это воспринимали так и просто пробегали. Ментальный настрой не тот, и в конце обхода они говорили, что-то я ничего не понял, зачем приехал, непонятно. Идем спокойно, вдумчиво, ощущаем. И достаточно долго и сложно. Вообще вся Кора, это больше 50 километров, проходится за 3 дня с 2 ночевками. Первая ночевка находится прямо под стеной, на такой приличной высоте, в гестхаусах. Высота, людей там потряхивает сильно, вот это стоит гора вся во льду. Еще предстоит следующий день, который на перевал выше 5630 метров. И там такой настрой у всех очень тревожно-боевой. И на этом настрое получение вот этой энергетики, которая начинает перелопачивать тебя внутри, начинает работать Кора. На следующий день, рано утром, еще до рассвета, выходит народ, движется. Там уже нет никакой дороги, движутся только люди пешком и иногда яки. Яки – грузовая сила, которая перевозит какие-то продукты, там есть иногда попадаются, в 2 местах попадаются чайные домики, где можно остановиться, чай попить. Или яки работают уже как скорая помощь. Я видел, как там люди впадали в какие-то такие эмоциональные состояния, говорили, дальше не пойду, заберите меня назад, девушки. И за ними присылали яков, и они спускали их. Идем и забираемся на перевал Дом Ла-Ла. Ла по-тибетски перевал, Дом Ла – это тибетское имя богини Тары или Гуанинь. Женской ипостаси Бодхисаттвы Авалокитешвара, богиня милосердия. На этом перевале происходят различные изменения, если ты в правильном ментальном настрое. Обычно там люди берут и оставляют какие-то свои вещи. Не те, которые не нужны, а какие-то такие дорогие вещи. Много очень вешается флажков, там все во флажках. Вот, какие-то просьбы, какие-то молитвы произносятся. И сколько раз я там бывал на этом перевале, столько раз я испытывал какие-то внутренние сдвиги, изменения, такие позитивные. И после этого перевала уже длинный спуск идет в долину, в сторону Дарчена. И идешь, и у тебя все эти изменения как-то там упаковываются, укладываются, осмысляются, осознаются. Достаточно длинный и сложный день. Вторая ночевка, либо около монастыря, там есть какие-то домики. Мы ночевали прямо в самом монастыре, они тоже принимают людей, там какие-то у них есть комнаты. Тоже много одеял, суровые условия, но много одеял, тепло, переночевать можно. Рано утром встаем на следующий день и идем дальше, огибая гору в сторону поселка Дарчен. Здесь уже дорога такая более-менее и короткая, и уже простая. И приходим к обеду, наверное, уже возвращаемся в Дарчен. Садимся на автобус, переодеваемся в более-менее легкую одежду и едем как можно быстрее, уже возвращаемся в город Лхасу. Садимся на поезд на следующий день и возвращаемся вниз, в мир обычных людей, материковый Китай. Но этот Тибет, он в тебе долгое-долгое время, и происходят различные удивительные трансформации. Мне кажется, что чем больше людей там окажется, тем мир станет лучше.